Вчера вечером дочь попросила, чтобы с утра была пицца. Так как пиццерия с утра будет закрыта, придется сделать быструю пиццу на сковороде за несколько минут. Рецепт получается быстрый, недорогой и очень-очень вкусный. Всем привет, друзья! Для начала мы понарезаем и натрем полностью все продукты, а затем по-быстренькому все сделаем. В отдельную тарелку натираем твердый сыр, в котором вы будете уверены, что он будет плавиться. Далее берем 2 небольших помидора и нарезаем их на кружочки. И 3 небольшие копченые сосиски я нарезаю на кольца более-менее одинаковой толщины. А сейчас самое основное, нам нужно приготовить тесто. В глубокую тарелку вбиваем 2 куриных яйца. К яйцам добавляем 1 столовую ложку сметаны. У меня сегодня покупная 20% жирности. В эту же тарелку нужно добавить 1,5 столовой ложки с горкой муки. Все нужно посолить и поперчить. Соль и перец, как обычно, добавляйте по своему вкусу. Чтобы все получилось быстро, берем вилку и перемешиваем все до однородного состояния. На сковородку добавляем небольшое количество подсолнечного масла и отправляем полностью все нарезанные колбаски для того, чтобы их хорошо обжарить. Обжаривать их нужно будет с каждой стороны до вот такого вот золотистого цвета. Это у вас много времени не займет, примерно по 1,5 минутки с каждой стороны. После того, как колбаска обжарилась, огонь под сковородкой делаем самый маленький, который только возможно. И отправляем в сковородку вот так вот поверх колбасы полностью все тесто, которое у вас есть в тарелке. Должен получиться более-менее равномерный слой. Если оно вам не покроет все ваши колбаски, это ничего страшного. И сразу же наверх на тесто нужно более-менее равномерно распределить нарезанные помидоры кружочками. А наверх на помидоры обильно посыпаем натертым твердым сыром. Полностью подробный рецепт, сколько каких продуктов у меня пошло, читайте в описании под видео. Диаметр сковороды у меня 26 сантиметров. Накрываем все крышкой и примерно минутки 3, 4, 5. Все будет зависеть от вашей сковороды и от вашей плиты. Дожидаемся, пока все хорошо приготовится. Напоминаю, в это время огонь должен быть самый маленький, который только возможно. У меня приготовление заняло 4,5 минуты. Я засекал по времени. И вот такая вот необычная красота у меня получилась. Заварите для себя чай или же кофе, кто что больше любит. Дадим немножко пиццы остыть, разрезаем на порционные кусочки и балдеем просто неповторимым необычным завтраком. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, поставьте лайк, не понравилось, поставьте дизлайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои новые ролики. Все самое интересное у нас еще впереди. Забегая наперед, скажу, что тесто прожарилось очень хорошо, ничего сырого здесь нет. Ну а мы с вами встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!